Что значит построить Европу в Украине? Большинство украинцев, 88%, согласны с тем, что необходимо устанавливать европейские стандарты и повышать уровень жизни в стране, строить Европу в Украине. Это данные соцопроса Кальмиусской группы. Более половины населения, 56%, считают, что, получив предложение о вступлении в Евросоюз, Украина должна его принять. 32% против этого. На Донбассе 39% за, а 48% против вступления Украины в Евросоюз. Так что значит Европа для украинцев? Большинство под словом «евроинтеграция» подразумевают улучшение инфраструктуры, обслуживание в больницах, комфортный общественный транспорт и более качественное образование. Как добиться таких результатов? Для этого каждый должен заниматься своим. Верховная Рада привести законодательство к европейским нормам. Для этого подписано соглашение об ассоциации, в котором устанавливаются четкие сроки и ответственность органов власти за выполнение конкретных задач. Разработан алгоритм, дорожная карта евроинтеграции. В одном только плане мероприятий 1200 страниц. В нем сформулированы около 2000 задач, охватывающие 27 сфер. За выполнение заданий ответственны более 100 органов власти Украины. Дорожная карта расписана на 57 шагов к евроинтеграции до конца 2019 года. За это время Верховная Рада должна принять 57 законопроектов. А для того, чтобы украинцы почувствовали европейские стандарты качества жизни дома, предстоит долгий и сложный путь. Выполнить кропотливую работу для запуска всех принятых механизмов на практике. Исполнительная власть, Кабинет министров, здесь существует отдельная должность – вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции. На сегодня общий прогресс в выполнении соглашения об ассоциации составляет лишь 13%. Это медленный темп, ведь если предположить, что в среднем Украина будет выполнять до 40 задач в год, то соглашение будет выполнено только в 2035 году, то есть с опозданием на 10 лет. Обо всем этом отчитывается правительственный офис по евроинтеграции, и даже создана специальная система мониторинга под названием «Путь соглашения». Здесь можно увидеть статус и временные рамки выполнения задач реализации соглашения, а также переводы актов законодательства ЕС на украинский язык. Один из основных шагов на пути к Европейскому Союзу – реформа децентрализации. Она стартовала в 2014 году. Основная цель – передача полномочий и денег на места, созданные территориальные громады. Децентрализацию считают одной из самых успешных реформ и поддерживают как на Донбассе, так и по всей Украине. В ее поддержку высказались 50% населения. Важный шаг на пути к евроинтеграции – экономические связи Киева и Брюсселя. В соглашении об ассоциации говорится о создании зон свободной торговли. Это значит, что продукция украинских производителей должна соответствовать европейским нормам качества. В прошлом году 14 тысяч украинских компаний продали свою продукцию в страны ЕС. Это черные металлы, зерно, электромашины, жиры и масло. Из Донецкой области экспортируется еще и соль, мед, зерно и керамика. В деньгах это измеряется так. В 2013 году экспорт украинских товаров в страны ЕС составил 16 миллиардов 760 миллионов долларов. Пик пришелся на 2014 год, когда Украина отправила туда товаров и услуг на сумму более 20 миллиардов долларов. А вот в следующие 2 года, 2015 и 2016, наблюдался резкий спад. В целом, за 2017 год Украина экспортировала товаров и услуг на сумму 52 миллиарда долларов, и 20 миллиардов долларов пришлось именно на страны ЕС. Составило 38,3% всего объема. Только за первые 4 месяца 2018 года экспорт товаров из Украины в ЕС вырос на 43% по сравнению с 2017 годом и составил 6 миллиардов долларов. Что дальше? Реформа закона об электронных доверительных услугах, укрепление принципов уважения прав человека и основных свобод, будут рассматриваться пути защиты прав человека в Крыму и на Донбассе, защита прав женщин, борьба с дискриминацией, реформа правоохранительных органов. Знаковым событием в сближении Украины и ЕС стало предоставление безвизового режима. Сейчас из Киева можно добраться на поезде в Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию и Румынию. На украинский рынок заходят европейские и международные авиакомпании. Строить Европу в Украине – это значит обеспечивать права всех граждан, строить ответственное государство, которое учитывает мнение меньшинств, в котором большинство народа определяет курс. На 20-м саммите Украина-ЕС была подписана итоговая декларация, в которой Брюссель признал европейские стремления Украины. В документе говорится о важности соблюдения прав переселенцев и жителей неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Главным препятствием для евроинтеграции остается коррупция.
Группа государств против коррупции Совета Европы призвала Украину продолжить антикоррупционные реформы и достичь эффективных результатов на практике. А посол Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли акцентировал важность продолжения борьбы с коррупцией для привлечения иностранных инвестиций в Украину. Комитет министров Совета Европы 21 февраля принял решение об утверждении плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 года. В постоянном представительстве ЕС в Украине подчеркнули, что мероприятия в рамках плана направления на поддержку конкретных реформ, которые должны привести украинское законодательство в соответствии с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии. В то же время за 4 года проблемы, связанные с конфликтом на Донбассе, остаются нерешенными. Внутренне перемещенные лица по-прежнему лишены права голоса. Система выплат пособий для жителей неподконтрольных территорий не урегулирована. Эти вопросы также требуют безотлагательного решения на пути Украины к европейским стандартам. Успешный пример евроинтеграции будет способствовать скорейшей реинтеграции Донбасса.